Министерство обороны Российской Федерации продолжает изучать материалы, полученные в 2025 году в ходе специальной военной операции и касающиеся нарушений странами Запада и Украины положений Конвенции о запрещении химического и биологического оружия, а также международных договоров в сфере ядерной безопасности. Проводимая странами Запада агрессивная политика в области биологической безопасности, расширение военно-биологических программ НАТО создают дополнительные угрозы режиму нераспространения биологического оружия. Мы доводили факты проведения работ американского военного ведомства на базе украинских биолабораторий, которые неоднократно подтверждались должностными лицами Соединенных Штатов Америки. В их числе координатор Совета национальной безопасности Джон Кирби, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд и действующий министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в августе 2025 года факты тестирования фармпрепаратов на украинском населении в 38 лабораториях подтвердил профессор органической химии Корнельского университета Дэйв Колл. Для обеспечения скрытности подобных исследований их заказчиками выступает не военное ведомство, а гражданские агентства и неправительственные организации. Одна из таких организаций – это Агентство США по международному развитию USAID, которое было ликвидировано решением президента США Дональда Трампа. В Соединенных Штатах агентство финансировало проведение учений Ивент-201, направленных на отработку действий в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса. Хотелось бы отметить, что данные учения были проведены в октябре 2019 года, то есть незадолго до начала пандемии COVID-19. В феврале 2025 года руководитель Департамента эффективности государственного управления Илон Маск назвал USAID преступной организацией, что еще раз подтверждает выводы российского военного ведомства о причастности агентства к противоправной деятельности, включая государственный переворот на Украине и ведение информационной войны против России. Не менее серьезные опасения вызывает деятельность Украины в сфере обеспечения радиационной безопасности, включая попытки ядерного шантажа со стороны Киева. Особая роль в этом принадлежит бывшему главе Офиса президента Украины Ермаку. Он лично курировал организационные, логистические и финансовые потоки ввоза на Украину отработанного ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций. Маршруты поставок были организованы через Польшу и Румынию. Это создает риски создания так называемой грязной бомбы с последующим ее применением под чужим флагом. Об этом свидетельствуют имеющиеся в нашем распоряжении методики обучения представителей СБУ. Одно из направлений подготовки моделирует ситуацию с кражей источников ионизирующего излучения, изготовления взрывного устройства и его подрыва в месте массового скопления людей. Напомню, что для создания подобных устройств может быть использовано не только отработанное ядерное топливо, но и градуировочные радиоактивные источники. Ранее мы приводили доклад премьер-министра Украины, озвученный секретарем Совета национальной безопасности Украины. В нем сообщается об утрате 68 источников ионизирующего излучения, в том числе высокоактивных, на территории Харьковской области. В докладе отмечено, цитата, «Утрата контроля за источниками ионизирующего излучения классифицируется как радиационная авария». В этой связи хотелось бы обратить внимание на прогноз, разработанный Государственной службой по чрезвычайным ситуациям Украины, в соответствии с которым в случае радиационной аварии на российско-украинской границе заражению подвергнется лишь Российская Федерация. Вместе с тем, с большей долей вероятности произошел бы другой сценарий, как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС, и радиоактивные вещества распространились бы на значительную часть Украины и Европы с учетом среднегодовой розы ветров. Также вызывает опасения обстановка на Приднепровском химическом заводе. В период с 1949 по 1991 год это производственное предприятие перерабатывало урановые концентраты и урановую руду. В настоящее время используется по другому предназначению. Здание и сооружение завода в настоящее время находятся в аварийном состоянии. Проникая внутрь помещения, атмосферные осадки смывают
радиоактивные отходы и скапливаются в подвальных помещениях. В данных условиях возрастают риски загрязнения бассейна реки Днепр и попадания опасных продуктов распада уранового сырья в Черное море. Обращаю ваше внимание, что огневого воздействия на данный объект со стороны Российской Федерации не осуществлялось. Таким образом, военная и финансовая помощь Запада провоцирует многочисленные нарушения киевским режимом международных норм обращения с ядерными материалами. При этом западные покровители не учитывают, что деградация системы государственного управления способна поставить на грань экологической катастрофы не только Украину, но и целый ряд европейских государств. Кроме того, Министерство обороны Российской Федерации продолжает фиксировать факты нарушения киевским режимом Конвенции о запрещении химического оружия. В ходе специальной военной операции задокументировано более 600 случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками. Хлороацетофенон СИЭС и списочных химикатов, таких как хлорпикрин, бизет и синильная кислота. ВСУ на регулярной основе используют гранаты с веществом СИЭС американского производства, украинские ручные дымовые гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющими маркировку ТРН-6, и самодельные химические боеприпасы, снаряженные смесью хлорпикрина и хлорацетофенона. В 2025 году подобные попытки были отмечены на территории Луганской и Донецкой народных республик. Схроны с взрывными устройствами, содержащими вещество СИЭС и хлорпикрин, обнаружены на территории населенного пункта Ракитное Белгородской области. Не прекращаются попытки отравления российских военнослужащих и должностных лиц администрации новых регионов. В ноябре 2025 года предотвращены попытки диверсии с использованием напитков, содержащих смесь токсических химикатов колхицина, трет-бутилциклофосфата, химического соединения, сопоставимого по своей токсичности и быстродействию, с отравляющим веществом нервно-паралитического действия ВИИКС. Задержан один из исполнителей, который дал признательные показания. Напомню о попытках украинских националистов разрушить химически опасные объекты на территориях Донецкой и Луганской народных республик, создавая угрозу химического поражения мирного населения региона. Массированным ракетным ударам неоднократно подвергались промышленные предприятия «Заря» в населенном пункте Рубежное, «Азот» в Северодонецке, завод «Коксахим» в Авдеевке. Предотвращены попытки применения БПЛА по химическим предприятиям в Великом Новгороде и в городе Россошь Воронежской области, имеющим вещества первого класса опасности. Вместе с тем, в умышленном создании техногенной катастрофы киевский режим пытается обвинить Москву. Другой факт. В ходе оперативных мероприятий был установлен факт размещения иностранных наемников, граждан Румынии и реактивных систем залпового огня на территории Одесского припортового завода в населенном пункте Южное. По полученной информации в сентябре 2025 года глава предприятия обратился к Одесской областной военной администрации с просьбой освободить объект опасности первого класса от неизвестных лиц и техники, так как в случае нанесения огневого поражения произойдет разлив более 200 тонн жидкого аммиака и, как следствие, техногенная катастрофа в регионе. Понимая, что наши войска не наносят удар по объектам химической промышленности, Киев использует их в качестве техногенного щита, не считаясь с рисками для местного населения, следуя негуманным принципам выжженной земли и борьбы до последнего украинца. Хотелось бы довести до сведений общественности еще один вопиющий факт. Ранее мы информировали, что осуществляется подготовка военнослужащих ВСУ к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства. На оставленных украинских позициях были обнаружены методические пособия по обращению с артиллерийскими боеприпасами, снаряженными химическими веществами. В ходе наступления на Временском тактическом направлении в районе населенного пункта Терноватое 9 декабря текущего года был уничтожен пункт управления беспилотных систем ВСУ, в котором находились представленные на слайде документы, касающиеся технических требований к беспилотному авиационному комплексу украинского производства типа «Баба-Яга». Данные документы согласованы в 2024 году
с Национальной гвардией Украины. В соответствии с пунктом 39 технических требований БПЛА должен доставлять до 15 артиллерийских снарядов, снаряженных нервно-паралитическими, кожно-нарывными и удушающими агентами. Хотелось бы обратить внимание, что документ также согласован с Минэкономикой Украины на предмет соответствия национальному законодательству. Таким образом, вопреки требованиям Конвенции о запрещении химического оружия, киевский режим открыто допускает возможность применения боевых отравляющих веществ. Свидетельством этому также являются поставки на Украину средств индивидуальной защиты западного производства в объемах, чрезмерных для страны, у которой нет химического оружия. С момента начала специальной военной операции страны НАТО уже поставили на Украину более 280 тысяч общевойсковых защитных костюмов и противогазов, 150 тысяч комплектов антидотов и 20 тысяч тестов для оперативного выявления боевых отравляющих веществ. В 2025 году киевский режим дополнительно запросил более 200 тысяч противогазов и костюмов химической защиты, а также более 160 тысяч индивидуальных дозиметров. Российская Федерация на регулярной основе доводит до сведения технического секретариата УЗХО и государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия факты использования украинскими вооруженными формированиями отравляющих веществ и химических средств нелетального действия. Вся необходимая доказательная база была представлена в техсекретариат, однако содержательной реакции мы так и не получили. Это свидетельствует о двойных стандартах западных стран, под контролем которых находится ОЗХО. Они не только покрывают киевский режим и оказывают ему всяческое содействие, но и отметают как дезинформацию любые утверждения Российской Федерации о применении украинскими националистами токсичных химикатов. Руководство Вооруженных сил Российской Федерации продолжит работу по доведению до мирового сообщества информации о нарушении странами Запада и Украины положения Конвенции о запрещении химического и биологического оружия, а также международных договоров, касающихся радиационной безопасности.